Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о первом полнолунии 2022 года. Поговорим о его влиянии на жизнь людей, поговорим о том, как вы можете заложить фундамент на весь 2022 год, проводя определенные практики именно в это полнолуние, а также говоря определенные слова. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Будет много очень важной, полезной и нужной информации. Всем приятного просмотра! Первое и, наверное, самое напряженное и в то же время эмоциональное полнолуние в 2022 году произойдет в ночь с 17 на 18 января. 18 января в 2 часа 48 минут по московскому времени состоится первое полнолуние в этом году. Накануне крещения, в крещенский сочельник будет находиться в знаке зодиака Лев. То есть это будет последний день рождественских святок, когда можно будет загадывать желания, гадать, привлекать к себе удачу и благополучие. И вы знаете, 18 января это будет у нас первое полнолуние этого года, которое заложит годовые программы. И сразу два ярких астрособытия нас с вами ждет в этот день. Кармические лунные узлы переходят в ось ресурсов Телец-Скорпион, а Уран разворачивается. Как вы знаете, Уран – это планета будущего, следовательно, и работать нам надо с будущим. Январское полнолуние опасно еще тем, что есть риск сделать или сказать лишнее, принять какое-то необдуманное решение. Поэтому эмоции и мысли следует держать под особым контролем. В само полнолуние многих людей будут переполнять эмоции. Поэтому, возможно, жалобы на самочувствие, слабость, сонливость, апатия. И в этот период возникает большая вероятность ссор. Есть риск сделать или сказать что-то лишнее, принять какое-то необдуманное решение. Поэтому эмоции и мысли следует держать под особым контролем. И, пожалуйста, воздержитесь от выяснения отношений. Само полнолуние не утруждайте себя интенсивными физическими нагрузками и не начинайте новые важные дела. Важно и даже нужно отпустить груз старых обид и оставить его в прошлом, чтобы никогда больше об этом не вспоминать. В полнолуние нужно избавляться от всего, что вас тяготит. Полезно практиковать медитацию, которая поможет вам распрощаться с навязчивыми мыслями, которые давно уже не актуальны в вашей жизни. Если человек сумеет должным образом очистить свой разум от всего лишнего, то желание, загаданное в ночь полнолуния, обязательно сбудется. Поэтому делайте практики обязательно на привлечение денег, изобилия, достатка и благополучия в вашу жизнь. Медитируйте, загадывайте желания. Не стесняйтесь просить у Вселенной все, о чем вы давно мечтали и давно хотели. Потому что энергетика этого дня дает нам надежду, что все задуманное нами исполнится. Поэтому, пожалуйста, проводите специальные обряды, ритуалы на привлечение денег, на благополучие и богатство. Очень хорошим является период полнолуния для занятия творчеством, потому что считается, что у человека налаживается особая связь с космосом и ночным светилом. В результате этого человек будет чувствовать прилив новых, свежих идей. Очень хорошо начать что-то принципиально новое, о чем вы только думали, но не решались к этому приступить, при этом по разным причинам. Конечно же, в полнолуние многие могут решиться на смелые поступки. Например, вы можете пригласить на свидание человека, который вам давно нравился. Не бойтесь действовать открыто. И 18 января надо отпустить все, что вам мешает. В
полнолуние вообще нужно делать все очень осознанно, потому что старые установки должны быть проработаны, после чего они окончательно уйдут в прошлое и не будут вас больше тормозить на пути к своей мечте. Что нельзя делать в полнолуние? При этом, пожалуйста, запишите или запомните. Это очень важная информация. Во-первых, ни в коем случае не спите с открытыми окнами или с открытыми шторами. Считается, что если свет луны будет падать на лицо, то таким образом заберет красоту. Кроме того, появляется бессонница и тревога. Также обязательно постарайтесь придерживаться диеты. Конечно, это очень сложно очень многим людям ввиду определенных особенностей, но все-таки в полнолуние знаете, что человеческий организм ослаблен, поэтому ограничение в еде может вызвать сильные спазмы желудка. Также нельзя соглашаться на операции, иначе кровотечение будет сложно остановить. Запись к косметологу тоже лучше отменить. Просить не нужно или давать в долг деньги, потому что могут возникнуть всякие непредвиденные финансовые проблемы, а также могут появиться серьезные расходы, на которые вы не рассчитывали изначально. Также не нужно наводить порядок в доме в само полнолуние, потому что уборка просто не принесет желаемого результата. Единственное, что можно сделать, это выбросить ненужные вещи. Также в полнолуние не нужно стричь волосы и ногти. Такие манипуляции в полнолуние запрещены. С волосами и ногтями уйдет просто ваша жизненная энергия. Также не стоит употреблять алкоголь. С инъекциями тоже будьте крайне осторожны. Уколы, тату, пирсинг, операции, татуаж крайне аккуратно. А вот авиа и автотранспорт в зоне риска. Несмотря на то, что это крещение, от воды тоже может исходить опасность. В это полнолуние вы можете чистить золотые украшения. И хорошо проводить именно в полнолуние практики на осознанность. Особое внимание уделите своим деткам или внукам, потому что они могут вести себя более чем неадекватно. Поэтому терпение и любовь помогут их успокоить. Также могут подняться страхи. Рекомендации: выпейте теплое молочко на ночь. Также постарайтесь использовать аромамасла в этот период. Это масла мандарина, мяты, мелиса, потому что именно эти масла, аромамасла, помогают жить в гармонии с собой. Внимание уделяйте своему здоровью и избегайте всего, что может травмировать вас, а особенно детей. Благоприятно в полнолуние медитировать и оказывать помощь тем, кому она действительно нужна, потому что таким образом вы садите семена благоприятной кармы для себя. Также в полнолуние обратитесь к высшим силам за поддержкой. Поэтому читайте молитвы, мантры, аффирмации на привлечение изобилия, богатства, благополучия. И попросите обязательно благословения у своего рода. Также обращаем ваше внимание, что в полнолуние тайное становится явным. И, возможно, вы знаете, крещение, которое мы все любим, встречаем 19 января с большой радостью, и на это полнолуние попадает не случайно, а действительно, возможно, надо смыть с себя все ненужное и очиститься, для того, чтобы новый 2022 год для вас прошел действительно удачно, успешно и благополучно. И обязательно проведите следующую практику. Эта практика достаточно простая, только нужно ваше желание и немножечко времени. Для этого возьмите листок бумаги и на листке бумаги выпишите себе чек на ту сумму, которую вы бы хотели. И желательно проводить эту практику в момент полнолуния. Хотя у нас полнолуние с вами наступает в ночь с 17 на 18, то вы уже можете 17 перед тем, как ложиться спать, или 18 уже утром на листке бумаги напишите обязательно свое имя и фамилию.
далее дату, далее нужную сумму и поставьте свою подпись. И проводя вот эту простую практику, представляйте себе, как вы получаете эти деньги и верите в то, что они у вас появляются. И вот эту записочку с чеком, который вы себе выписали, сумму, положите в свой кошелек. И именно этот чек принесет вам удачу в ближайший месяц. А через месяц сожгите обязательно со словами благодарности и выпишите себе новый чек. Только большая просьба не выписывать чек на какую-то непонятную для себя сумму. Начните с каких-то малых сумм. Когда вы научитесь работать с малым, вы сможете привлечь себе намного больше. Мы всем желаем приятного полнолуния и с наступающим всем крещением. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Здесь на нашем канале много полезной, важной, нужной и интересной информации. С вами был канал Эзотерика для тебя. Ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Услышимся с вами в следующем видео.